Продолжаю преображать вид своей машины. Заказал вот такие повторители поворотов белого цвета. Я думаю, на красном фоне, на красном цвете будет смотреться не хуже, чем те оранжевые, что здесь стояли. Но эти тоже неплохие по состоянию. Выбрасывать я их, конечно, не буду. Пусть лежат, жрать не просят, как говорится. Наскреб у себя оранжевых лампочек, как раз парочка. Я думаю, они подойдут. Они-то все, в принципе, стандартные. Сейчас второй осталось достать, такой же. И начинать устанавливать новые. Для того, чтобы достать поворотник из крыла, надо воспользоваться вот таким инструментом, такой лопаточкой. И с помощью нее здесь, допустим, с этой стороны, ну или с вот этой, попробовать ее поддеть. И он должен выпасть. Ну вообще легко выпадает. Здесь такие защелки. Ну, по всей видимости, их уже немножко обламывали, может быть, снимали когда-то. В принципе, лампочка здесь, ну, не новая, но в принципе она светила и хорошо. Мы ее сейчас достанем, заменим на желтую и установим новые. Беленькие, красивенькие. Я тут прочел на нем бренд такой же, как и я заказывал, то есть Депо. Скорее всего, это тоже не оригинал. Перед тем, как ставить эти повторители в крыло, я решил проверить работоспособность лампочек. Но мне как-то кажется, что бледновато они светят. Или мне кажется. Ну, в принципе, нормально. Сейчас установим тогда сам плафон. И посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, пойдет. Сейчас. Так, а нужно вот этой стороной, наверное, первее засунуть, а потом уже защелкать. Защелка. Вот. Нет? Не лезет что-то. О, все. Держится. Хорошо. Да, с беленькими посимпатичнее как-то смотрится. Тем более спереди все поворотники тоже белые, поэтому надо подчеркнуть. Вроде бы мелочь, а уже как-то вид немножко меняет. В последнее время стал немножко попискивать вентилятор печки, особенно на первой скорости. Бывает, на кочку наедешь как-то. Она как запищит, потом вроде замолкает. Ну, в общем, такое. Думаю, его надо снять. А чтобы его снять, надо открутить вот этот самый, как он называется, бардачок. Здесь он уже немножко так не по-штатному прикручен. Стало быть, он уже рассыпался. Буду надеяться, что в обратку я его прикручу без особых происшествий. Сейчас начнем откручивать. Здесь вот 3 самореза здесь. Там еще он что-то есть. Вон под звездочку. И внизу должны быть еще 2. Но они не все тут на месте. Я уже смотрел заранее. Сейчас будем раскручивать. Открутил я верхние под крест. Вот теперь пришел черед вот этим вот под звездочку. Сейчас я их не очень удобно, но ничего не поделаешь. Вот, затянуто хорошо. Все, вылез, да? Да, вылез. Брюс вылез. Так, вот он. Наконец-то. Ну и в таком же режиме все остальные. Там внизу, по-моему, в самом отсутствует. Вот так, если пошевелить, оно уже тут шевелится вовсю. К сожалению, тут условия для съемки так себе. Очень темно.
Покажу уже, когда сниму. Бардачок. Довольно серьезная конструкция. Тут даже шумоизоляция присутствует, как и с левой стороны, на той нахлобучке, которая прикрывает проводку. Ну и вот эти все дела. Сейчас я ее отложу куда-нибудь в сторонку. Ой, сейчас можно на нее вот так посмотреть. Вот. Даже какая-то наклейка есть. Вот они, те крепления нижние, про которые я говорил. То есть можно крышку не открывать, точнее нужно не открывать, чтобы к ним добраться. Но у меня не отсутствовали. Скорее всего там все обломано, я сейчас покажу. Как просторно сразу стало без него. Вот они крепления, а вот одна серьга. Не видно, да? Вон она. А вон внизу еще одна. Кстати, здесь она есть. Теоретически можно даже закрутиться. И вот здесь тоже. Вот серьга и вон внизу. Кстати, все серьги на месте, я так смотрю. Вот здесь верхние 3. Раз, два. И вот третья. Вот эти саморезы, они здесь не санкционированно вкручены. Видно, что тут трещинки какие-то пошли по пластику. Ну, видимо, оно тут чуть-чуть тарахтело. Это как бы норма. А вот сам моторчик. Вот он, моторчик, к нему подходит разъемчик. Вот они, винтики какие-то тут непонятные. Надо разбираться, в общем, как это все скручивать. Но главное, что он более-менее в доступе. Я думаю, сильно больших проблем это не сулит. Вот здесь какой-то поролон непонятный. А, здесь должен быть клапан, по-моему, для охлаждения бардачка. Если я все правильно понимаю. В моем случае разъем вот такой простецкий. Если бы у меня был климат, тут был бы очень длинный разъем с кучей всяких пинов и так далее. Но у меня все просто. Можно туда позаглядывать, что там есть. Ну, там много всего интересного и неинтересного. Тут тоже какие-то серьги, я не знаю, что тут прикручивалось. Непонятно. Ну, в общем, сейчас будем думать, как извлечь моторчик печки. Снялся разъем очень легко, я его просто за бока схватил, потянул на себя, и он вышел. Вот он, разъемчик простой. А откручивается этот все тем же, все той же звездочкой, только чуть-чуть поменьше, чем у меня было до этого. Можно, в принципе, вот так вставить туда. Вон там видно. Под нее есть место. И все, и можно откручивать. Надеюсь, никаких дополнительных креплений здесь не будет. Так, один есть. Раз, два. И где-то там, наверное, еще третий будет. Вон он, зараза, в таком неудобном месте. Возле того проводка. Третий винтик. Сейчас начну его пытаться крутить. Извлек я его. Пришлось верхний винтик, который я вот показал, откручивать с помощью трещотки. Потому что, ну, просто с ручкой этой, ну, с отверткой длинной никак не подлезть туда. Слишком тесно. Вот что у нас получилось. Вон она там, заслонка рециркуляции, я так понимаю. Вон там дальше то ли испаритель, то ли этот, как его, радиатор печки. Я точно не знаю, как оно тут устроено, но в любом случае вот оно все так выглядит. Интересно заглянуть. Вот разъем. Отцепляется он легко. Единственное, тут есть хомут технологический такой. Я его не стал ломать, а именно вот этот якорь сжал и через вот эту вот, через эти отверстия просунул, и он отцепился, чтобы потом можно было вернуть все на место. Не хотелось его ломать варварским методом. Тут и так не все в стоке. Надо стараться это все как-то по минимуму, с минимальными потерями. Ну, визуально он, в принципе, ничего. Даже никаких он сильно и звуков не издает. Ну, посвистывает он, неприятно. Надо бы его разобрать, смазать, что ли. В общем, как-то так. Появились у нас подозрения в том, что этот вентилятор неразборный. Ну или мы чего-то не понимаем. Винтики, которые на нем были, открутили. Но как-то он не сильно поддается к тому, чтобы располовиниться.
Вот она защелка. Одна. Вот она вторая. Вот она еще одна защелка. И вот она третья. И под них есть дыры. Вот они. Вот она дыра. Должен выехать. Сейчас. Вот он вылез. Угу. Ну, не совсем очевидно, но... В общем, после откручивания 3 винтиков надо в эти отверстия совать отвертку, но получается, что... Пластмасса просто хрупкая. Вот перепонка одна лопнула. А, он теперь не будет на ней держаться. Ну, это ничего страшного. Вот одна есть. Он на двух держится. Да, отлично. вторая, ну тут плюс еще, вот еще третья. Третья, она, получается, не в отверстии находится, а вот в этом месте. Вот она, куда нужно совать отвертку. Разобрать-то разобрали, а оказывается, он завальцован и никак не разбирается, сам моторчик. Ну, мы его попробуем сейчас смазать. Пролили мы его целиком ВДшечкой. Вот там вот есть место специальное, куда можно трубочкой нацелиться и напшикать со всех сторон. И здесь тоже. Немножко покрутили, он даже стал легче вращаться после этого. Значит, эффект точно есть. Сейчас собираем, ставим на место и пробуем. Собрали моторчик. Ставим его обратно в обратном порядке. Покажу конечный уже результат, как это будет выглядеть. Все прикрутил, разъем поставил. Стяжечку эту тоже закрепил. Все хорошо, можно заводить. Точнее, не заводить, просто включить зажигание. Все работает, все. Нет, не пищит, все тихо работает. Даже вибраций никаких не издает. Вот его трогаешь, и ничего не происходит. Ну вот и отлично, можно ставить бардачок. Предварительно надо проверить все эти серьги. Ну я это уже как бы говорил в самом начале. Попробуем его прикрепить нормально на все точки крепления, чтобы он не тарахтел, не скрипел, как это обычно бывает у пассатов. В общем, вот так потихоньку приводим в порядок. Собрал я бардачок. Все работает отлично. Открывается и закрывается. Даже получилось лучше, чем было до этого. Он стал как-то более уверенно захлопываться. Пришлось кое-что здесь сделать. Подточить отверстие, куда заходят эти запорные механизмы. Но зато теперь он как-то стал поприятней закрываться. Теперь занялся другим вопросом, что касается ключей. Когда я эту машину покупал, мне вместе с ней отдали вот такой ключ-брелок выкидной. Он пустой, там ничего нету. Просто железочка выкидная вот это и брелочек. Я, конечно же, пошел в первый попавшийся магазин, где делают ключи. Ну, то есть не магазин, а мастерскую. И за 500 рублей мне выточили его. И, конечно, как ни странно, он подошел нормально к двери и к замку зажигания. То есть он четко, без сопротивления заходит. Но, конечно же, в чем курьез? Она же не заводится с этим ключом. Вот я начал над этим думать. Взял свой оригинальный ключ, который ее изначально заводил. Ну, вот это я его уже как бы расковырял немножко. Дело в том, что колба, которая к иммобилайзеру подходит, она там была приклеена на эпоксидный клей. Это я его сейчас просто уже сшил изолентой. Все эти детальки, которые от него отвалились. Вот. Пришлось таким варварским методом ее извлечь, эту колбу. Честно говоря, боялся, что ее разобью, но все обошлось. И, конечно, вопрос в чем? Вставить эту колбу в этот ключик и ездить. То есть самый простой вариант. Но я решил поступить немножко по-другому. Сейчас покажу, как. Вот, собственно, вот так. Эта колба, сейчас я покажу, вот она. Я ее примотал на скотч к замку зажигания непосредственно.
подобрал тут место, при котором все нормально работает, контактирует. Теперь можно любым ключом, который мы выточим из оригинального, ну то есть любым дубликатом, у которого нет внутри этой колбы, теперь он спокойно заводит ее. Запускает, скажем так. Как видите, нет никаких ошибок. И она даже заводится. Вообще без проблем. Ну и раз пошла такая пьянка, как говорится, я решил этим не ограничиваться и купил еще одну заготовку, на этот раз уже не выкидную. И также мне ее выточили, все нормально туда заходит, выходит, дверь тоже отпирается и машина заводится, то есть можно ездить. Теперь у меня в наличии не один ключ, а целых 3. 2 нормальных и 1 покалеченный. К сожалению, пришлось этот расковырять, ну а ничего с этим не поделаешь, потому что ту колбу слишком жестко туда заклеили. Я еле-еле там с помощью паяльника выплавил из пластмассы. Ну, короче, вот так это будет выглядеть. Спрятать его далеко нельзя, этот ключ оригинальный, потому что как раз таки из него и нужно точить все дубликаты. Так будет, ну, лучше. Осталось дождаться доставки некоторых деталей, которые я заказал на эту машину. В частности, скобы задних суппортов, потому что очень сильно звенят колодки, когда едешь по кочкам, по стыкам. Аж люди оборачиваются настолько громко. Поэтому, ну, с этим надо что-то делать. В ближайшее время планирую этим заняться.